опять выбрались. Куда мы выбрались? Ну, в общем, мы уже об этом говорили, что мы хотели съездить в Марийку. Вот сегодня мы все-таки поехали в Марийку. Куда мы еще пока точно, не знаем. Не, как бы знаем, представление есть, но это недалеко от Чадрояла. В планах что там? Порыбачить, красивое место найти какое-то. А там мы посмотрим что-нибудь прикольное, может еще по дороге поснимаем, если что-нибудь интересное будет. Вот, а пока вот эта дорога, ведущая в Марийскую республику. Пока еще мы в Татарстане. Едем за границу. Да, пока еще в Татарстане, дорога хорошая. А вот как сейчас переедем границу на Марийскую республику, там начнется капец. И мы езжаем. Республика Мария, ну ладно. Мы уехали по загранице. О, Мария. Сейчас увидим, да. Все, мы границу пересекаем. Какая красота. Уже в России. Так, Это нереально выйти, мы уже все съедены, короче. мы, в общем-то, приехали к этому месту, вот где озеро. Тут реально очень красиво, но мы вот сидим сейчас в машине, включили кондей, потому что вот там за окном там слепни, комары, просто ужас. Выйти не дают. В шубе из комаров мы были. В шубе из комаров и из слепней. Я не знаю, что здесь такое вообще происходит, почему их так много. Я столько за все свои, 15 лет не встречала такого. Но природа здесь, я просто не знаю, она охрененная. Мы разработали план. Да, мы решили покушать сейчас. Вот, И на лодке пойти туда. на озеро. Итак, резкий переход от того, что мы покушали, и уже мы посередине озера. Вот. Там пол Казани отдыхает. Это пипец, люди. Нафига? Ни одного марийца, одни казанцы. А посмотрите, какая природа, конечно. Вот на одном пятаке пол Казани, отдыхает. Но природа здесь вообще шикарная. К берегам, вот один только подход. К берегам тут вообще никак не подойти, тут везде все заболочено. Мы даже не знаем вообще, куда причалить. Вот. Отлично, слушай. Оператору даже работать не надо. Женщина сама. Женщина с ислам. Мужик там плывет. Что он там делает? Подожди-ка. Сейчас я его поймаю. На плоту. Но мой плов. Варен из риса и Здорово. Ну, пока на паузу, мы погребли немножко дальше. Просторы можно будет еще показать. Мы покажем, да. Ну, Сейчас покажем, только но- нам место бы какое-нибудь найти. Блин, ну кайфово вообще. Ну все, мы опять на связи, только мы все по отдельности. Света там, сейчас я ее покажу. Она меня выгрузила вот сюда. Мы нашли немножко подъезд. Так сказать, проложили его. Ой, такое вот место красивое. Ну, прелесть. Правда, крапива тут море, блин, я вся уже обожглась. И немножко приутонула. Пойдемте посмотрим, что она там. Она вздумала порыбачить.
Думаю, заснимет, если терпежу хватит. Привет! Я тебе... Если тебя слышно, конечно, я не знаю. Но вообще должно быть. Я тебя вижу. Хорошо сидишь. Здесь комаров, слепней. Вообще гнуса всякого полно. Вот я тут мостки маленько сделала. А еще мы вот там нашли, мы туда до конца этого озера сплавали. Оно немножко загибается туда и уходит вот туда, внутрь. И там у самой мели стояли ловушки для, я не знаю, для карасей же это получается, да? Да, раколовки для мелкой рыбы. Ну так, для мелкой, для средней. Вот их штук, наверное, 7, да? Если не больше. И уничтожили 2 сети. Слава богу, там рыбы никакой не было. Ну и теперь точно она не попадется в эти сети и мучиться не будет. О, это что за птичка такая? Но места, конечно, здесь дикие, абсолютно. Но очень красиво. Надеюсь, она что-нибудь поймает. Мы в одной ловушке нашли 2 золотых карасиков. Отпустили. Вот это что за птица? Может, это даже не птица. Нет, вы просто посмотрите на это. Это какая-то сказочная картина. Вот реально, раньше сказки показывали, снимали. Вот им этого вида просто не хватало. Я тут сижу в лодке. Вон там мой поплавок, пока что-то не клюет, но вот только закормила, они, наверное, жрачку едят. Я вот так здесь расположилась. Где-то там Таня, вон гуляет. Вон там. Реально красиво. Я по старинке сижу тут в лодке. Стараюсь сидеть тихо, а то рыба здесь, наверное, такая дикая, пугается, наверное. Ну, мне так кажется. Может, это и не так. Проезжал мимо чувак один. Ну, не знаю, что он здесь делал. Может быть, сетки ставил. Там чуть подальше сети, ловушки, раколовки. Вот, проезжал мимо. Ну, мы его спросили, ловится здесь рыбы какая. Вот, он сказал, вообще вся. Ну, там, типа, караси уж само собой, лещи, щуки. Вот. Но я что-то фидер не рискую здесь ставить, потому что ну, такое травянистое дно, и зацепится, если ты тут фиг отцепишь. Да и глубоко здесь очень. Рыба в основном поверху плавает. Вот, такие дела. Ну что, подождем, посидим, посмотрим. Там мальки в основном. Сейчас, может, большая рыба подойдет. Ну, как большая, относительно, для поплавка. Ну что, сижу, пока ничего нет. А буквально вот минуты 2 назад начало что-то огромное здесь плюхаться. Я не знаю, скорее всего, щука, что ли, вышла. Прям у камыша. Вот такой плюх. Говорить что-то даже неохота ничего, потому что такой кайф, птички поют. Сейчас покажу кое-что. Вон там карась. Золотой карась. Красавец. Короче, мы решили утопить камеру. Мы еще ни разу не погружали
разжижали ее воду, поэтому посмотрим, что получится. Кидаю. Что-то сняли. Да. Вот пока плывем, снимаю. Как раз бокс подсушится. Мостик, конечно, вообще. Да, кстати, там разрушенный мостик. Не знаю, кто там делал его. Ну, раньше подход к воде был. Ну, значит, сюда можно откуда-то прийти, да, с деревни, скорее всего, отсюда можно. Было, сейчас нет, наверное, уже, да. Да. Жалко, что она им впадает. Вот это вот озеро или там речка Волга. Вот сейчас доплыли по реке. Ну, не сейчас, может быть, послезавтра. Ну, доплыли бы. Да, кстати, рыбку я все-таки поймала одну после того, как выключилась. Но смотреть было нечего. Маленькая вот такая вот, окунек. Заглотил крючок, но пока я доставала, он гикнул. Ну и карася того я тоже отпустила. Ну что одного брать толку? Хорошо здесь, красиво. Но пора домой. Вода чистейшая. Да, вода очень чистая. Запах. Рыбу не несет, да? Нет, да, вода прям очень. Вода. Вот какая. Чистая, чистая. Прям вообще прозрачная. Но прохладная. Я просто хочу это снять, это невозможно не снять. Посмотрите, какая прелесть. Ну, вот здесь вот там как раз вот это вот мостик, типа мосток, вот эта дыра-то. Да, 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 да. Протекает река. Поэтому здесь озеро чистейшее. Ну вот, мы около машины. Вот такой тут законспирированный срач. Ну, на самом деле, особо-то срача нет. Ну, терпимо, кстати говоря. Вон что тут. Видите, как костры жгли. Раз, два, все в ряд. Что-то меня это настораживает. Почему в ряд костры жгли? Что за марийские повадки? Не будем нарушать линию костров. Пройдем за ними. Что тут? Грибочков нет. Блин, интересно так. Но ходить тут опасненько, потому что, говорят, нынче очень много клещей. Хотя где их нет? Вот.
Грибочки. Ау. Есть грибочки? Нет грибочков. А вот там дальше, где-то там, мы нашли два. Ну, правда, они уже такие немножко подсыхать начали, грибы. Эти подберезовики. А здесь что-то не вижу. Вот грибочек. Правда, свинушка. А, гриб был. Сыроежка вон стоит. О, сыроежка. Ой, да тут полно сыроежек. Нам надо хороших грибов. Где хорошие грибы? Сухой подберезовик. То еще один. Еще гриб нашла. Прикиньте, нормальный гриб стоит. Нормальный гриб. Что он такое торчит? Хотя, может, это всего-навсего просто земля так. Возможно, гриб. Но спускаться не буду. Грибы, значит, все-таки есть. По марийским лесам побродить. Так вообще тут, наверное, дофига можно набрать. Вот и Таня идет. Ну все, мы сейчас собираемся и едем. Там какая-то заброшка есть. Ладно, все. Вон, посмотрите. Там видно, нет? Вот сейчас стали снимать. Мы проезжаем просто деревеньку. Вон там на воротах знак лопата. Это надо на старых смотреть. Вот таких, Ну да. Да, да. Вот. 4 ящика. Интересно. Да. 4 ящика. Столько заброшек. Это мы вот сейчас едем. Как называется-то деревня? Нижний Азъял. Нижний Азъял. Я не знаю, что это. Дров-то сколько, мама дорогая. Интересно. Короче, вон с твоей стороны сейчас будет ближе. Вон, ведро там. Вот там была лопата, а здесь ведро. Не знаю, видно, не знаю. Ну да, ведро. Блин, это что, тут еще живут? Да, здесь живут, прикинь. Ну, в таких старых домах, да. Короче, надо рассказать, да, что это? В общем, у них здесь где-то есть, но это наверняка вот уже вот в центре. Такая рельса висит и молот. Они, когда пожар у них, рельсы созывают народ. А вон еще ведро висит. Лопата. Я на зарядник поставила просто, чтобы это не село. Короче говоря, вот эти значки означают то, что когда пожар, вон ведро, люди должны из этих домов нести то, что у них указано на значках. Кто ведра, кто лопата, кто лестница. Эти ничего не должны нести. Ну нет, не все, конечно, там, просто вот интересно, у нас такого нет. Да, все в каких-то старых традициях, но это даже, знаете, что-то какое-то очень милое даже. У каждого народа есть какая-то своя традиция. Вот даже религии, да, касаемо. Вот каждая деревенька, у каждой деревеньки на въезде вот такие вот стоят часовенки. Ну да, даже когда заезжаешь, мы же ведь обратили внимание, заезжаешь в Марийку и крест стоит. Крест стоит, да.
Сейчас я все-таки хочу вернуться и показать это. Вот эта штука висит. А вон ниже молот. Ага. Видно, нет? Я не знаю, я туда снимаю, не туда. На столбе, вот, висит такая от машины обод. И вот в него ударяет. Он на какой-то горе. А солнце уже село, а мы все едем. Ну, короче, вообще из этой Марики никак выбраться не можем. Блин, какое-то колдовство, какая-то мистика. Что это вообще? Нас Марика не отпускает. Что это такое? Что это там? Люди отдыхают. Какие-то ведьмы? Там капище? Мать моя. Не, они колдуют, что ли? Колдуют? Колдуй бабу. Шашлыки. Ой, фак, она реально какая-то страшная. Что это было? Что у нее было на башке? Макароны, я не знаю, доширак. Три девки жарят, я не знаю, что они там жарят. Поле шашлык. Тупо Объясните поле. мне, я ничего не понимаю. Девки, видать, здесь что проехали, шашлык-то жарить. Вот гора. Блин, реально, ну это как минимум странно. Странно, главное, в поле поехали, да? День уже закончился. А не поехать ли нам в поле Да. шашлык пожарить? Все люди уже разъехались по домам. Ох, аккуратненько, блин, опасно. Спасибо большое, мастер Йода. Да, тут размывает, когда дожди. Вот он даже видно. Блин, вообще экстремально. Мы тут нормально проедем вообще. Не знаю. Ну я обратно не поеду. Разворачивайся к херам. Ага. Когда нам выезжать-то? Через 300 метров. Блин. Соловей. Да нет, еще нормально, терпимо. Еще терпим пока? Хочешь сказать, что скоро будет нетерпим? Слушай, что это за звук такой? Подозрительный звук. Подозрительно. Все, мы на дорогу Чё выезжаем. подозрительно? Слушай, а здесь не кладбище? Кладбище. Че, в натуре? В натуре. А ты говоришь, что здесь за звук? Так вот, тебе и звук. Блин. И девки там жарят шашлыки. Деньги, блин. Куда нам? Налево. Девки жарят шашлык. Нет, мы здесь явно не проезжали, блин. Вот же ж это ж эти кладбища. Да. Че, сюда? Уф, мы наконец-то. Смотрите, откуда мы. Покажи. Покажи это. Вон. Вот откуда ключи есть. Вот мы сейчас еще мимо кладбища. Большие ключи. Это кладбище? Вот мимо кладбища, да, проезжаем. Это большие яйки. Угу. Большие яйки. Яйки. Да, да. Вон там кто-то ходит, что-то видишь? С этим поливает, что ли? Наверное, обрабатывает. Обрабатывает. Смотри, звуки так и есть. Звуки вообще, вот как, смотри, Помехи. как кладбище, главное, проезжаем, так начинается вот это вот. Слышно, да? Угу. Нифига себе. Интересно, мы поймали какие-то помехи. Интересно. Так, ну, мы уже на трассе, мы едем домой. Наконец-то Да. мы выбрались. Этот говнюк нас еще хуже повез по дороге. Да, Я не знаю, хотел мы еще плюнули. нас завести. Да, мы плюнули и поехали по нормальной. Пофигу. Но слава богу, просто мы выехали на ту дорогу, которую знаем. Я говорю, вот едем Все, сейчас по этой трассе. полным-полно машин. Ну да. И не верится, что буквально несколько там минут назад мы ехали по такому срачу, по такой страшной дороге. Видели страшных девушек, которые жарили непонятно что, проезжали мимо кладбищ, целая куча кладбищ, и там все фанило. Че, блин, вообще Вообще. какие-то
какие-то странные марийцы, которые не пойми откуда шли. Там везде леса, никаких даже домов. А они идут. Леса и кладбище. Леса и А они кладбище. идут посреди дороги. Странно. А еще мне очень не понравился тот чувак, жалко, мы его не засняли. Который это? Который ехал на плоту-то на этом. Вот. У него были очень страшные глаза. Что, серьезно? Да. Я сначала подумала, ну, там рыбак какой-то ездит, что-то там, да, вот так вот еще думаю. А когда мы с ним поравнялись, и он там что-то нам начал говорить, блин, я, честно говоря, вообще пересралась. У него такие страшные глаза, вот прям как у маньяка, вот что-то такие, и так прям бегают вот так вот, как прям жутко было. Я, конечно, там ничего не сказала, но сейчас-то я могу сказать. Это капец, блин, ты меня пугаешь, женщина. Не, ну может у него просто такие глаза с рождения. Не знаю. Жесть. Ну да, что-то. Но он там еще долго кружил на своем плоту. Причем он ничего не делал, он тупо кружил на плоту. Все. Что бы это значило? Мне Да? тоже интересно. Причем, знаешь, я так подумала, но если он поехал к этим кормушкам, Нет. он бы не успел до туда доехать. Он до туда не добрался. Нет. Значит, он просто тупо что-то там кружил. А что он кружил? Не знаю. Это интересно. И глаза у него страшные. Скоро будем дома. Так Ладно, что, мне кажется, это финальное ну да, видео. Потому что, ну, в принципе, мы съездили на разведку, посмотрели. Поедем, наверное, все-таки в Марийку, там круто. Нам понравилось. Да. Вот, все, пока. Пока. Всем счастливо. До новых встреч.